Всем привет, это Пура Вида с Настей. Сегодня я хочу продолжить тему жилья в Коста-Рике. В одном из предыдущих видео я рассказывала о том, как мы за 3 дня нашли наше первое жилье на сайте OLX. Это был невероятно красивый район Мора, и нам там очень понравилось. Но уже через месяц мы захотели переехать поближе к цивилизации. И сегодня я хочу рассказать о том, как мы жили в столице Коста-Рики, в городе Сан-Хосе. Итак, мы решили действовать по старой схеме. Сняли комнату в симпатичном отеле Каса Колон на 3 дня и начали мониторить интернет. Но на этот раз все оказалось не так просто. Выяснилось, что в центре Сан-Хосе квартир и домов в аренду практически нет, а если есть, то стоят минимум $400. Нас такая цена не устраивала, поэтому мы решили посмотреть варианты подальше от центра. Нашли несколько объявлений в районе Десампарадос, но нам как-то не понравился перевод этого названия – «бездомные». Кстати, потом мы узнали, что это очень неблагополучный район, как, впрочем, и Алахуэлита, и Атио, и Ломас-дель-Рио. Но в то время мы ничего не знали, и когда появилась квартира в Паусе за $250, поехали смотреть. По карте было видно, что ехать до места всего 15 минут на автобусе, однако мы добирались больше часа, потому что постоянно стояли в пробке. Но жилье нам понравилось. Просторная комната с кухней, ванной, балконом и отдельным входом на 2-м этаже большого дома. На 1-м этаже жили хозяева. Мы решили, что лучшего варианта нам не найти, договорились о том, что завтра же переедем, и пошли обратно на автобус. На улице к тому времени совсем стемнело. В Коста-Рике уже 6 часов темно. Поэтому мы достали мобилку, чтобы построить маршрут и найти на карте остановку. Она была в 2 минутах ходьбы. И вдруг к нам подходят 2 каких-то парня и спрашивают: «Вы знаете, где вы находитесь?» Мы говорим: «Да, в Паусе, идем на автобус». А они в ответ: «Вы телефон-то не доставайте, здесь вообще-то небезопасно, хотите, мы вас проводим?» Мы отказались, потому что близко же. Пошли дальше, и, проходя мимо какого-то дома с решетками, вдруг опять услышали: «Эй, вы знаете, где вы находитесь?» Мы говорим: «Да, уже уезжаем отсюда». Мужчина тоже предложил проводить нас, несмотря на то, что идти оставалось 2 шага. Короче говоря, мы благополучно сели в автобус и уехали из этого района, чтобы больше никогда туда не возвращаться. А на следующий день переехали в отель Ла Квеста, попроще и подешевле. И продолжили поиски. Стало понятно, что меньше чем за $400 ничего хорошего не найти. И мы уже были согласны на такую цену, потому что в планах было поступить учиться в один из вузов Сан-Хосе. Но варианты появлялись очень редко. В приличных районах хозяева требовали ВНЖ или стабильную работу, доказательства дохода и при этом оплату чуть ли не на полгода вперед. Иногда, правда, появлялись и более скромные варианты. Например, однажды на сайте Encuentra24 мы встретили объявление о комнате для студентов со всеми удобствами в центре Сан-Хосе и, конечно, пошли смотреть. Увидели что-то похожее на пещеру. Темно-синие стены, бетонный пол, обшарпанная мебель и маленькое окошко под потолком с видом на решетку. Даже раковины в ванной были выкрашены в синий цвет. Хозяин согласился сдать нам это недоразумение за $340 и добавил, что стирка раз в неделю. Мы опять вернулись в отель ни с чем. В общем, мы уже решили, что найти жилье в Сан-Хосе нереально. И вдруг в группе на Фейсбуке увидели простое без фотографии объявление: «Сдаю мебелированную комнату со всеми удобствами в центре за 100 000 колон», то есть $180. Мы подумали, что это какая-то опечатка, но решили сходить и посмотреть. Информация оказалась достоверной. Да, действительно, мебелированная, с собственным душем и туалетом, но очень маленькая комната 3 на 4 метра. И располагалась она в большом здании, в котором было еще несколько таких же маленьких комнаток. Все они сдавались на длительный срок, то есть это было что-то типа общежития. В большом холле располагалась кухня с плитой, холодильником и микроволновкой.
В отдельном помещении стояли стиральная и сушильная машины. На первый взгляд все было довольно прилично и чисто. И поскольку к тому времени мы прожили в отелях уже 10 дней, решили рискнуть и поселиться в этом жилищном комплексе хотя бы на месяц, пока не найдем что-то другое. А в результате прожили там целых полгода, потому что хозяин был замечательный, соседи очень дружелюбные и за все время практически не менялись. Через пару недель нам подключили Wi-Fi и отпала необходимость сидеть на дорогом мобильном интернете, а через 2 месяца сделали свежий ремонт во всех помещениях. Но самое главное, мы всегда были в центре всех событий, которые происходили в стране, потому что в основном, как мне кажется, жизнь в Коста-Рике кипит только в столице, в других районах царствует пура-вида. А в Сан-Хосе постоянно все в движении. Сюда приезжают люди со всей страны, по каким-то делам, за покупками, за впечатлениями, на праздники. Здесь проходит ежегодный грандиозный карнавал «Фестиваль света». Парад лошадей Эль Топе. Видео об этих праздниках есть на моем канале. Вы можете их посмотреть, ссылочки будут в описании. В этом городе мы не по разу посетили музеи и разные галереи. Красивые парки, из которых больше всего понравился парк Сабана. Из столицы удобно на автобусе добираться в любой район страны. Кроме того, в Сан-Хосе мы нашли много друзей из Коста-Рики и Никарагуа. И благодаря общению с местными жителями я довольно неплохо выучила испанский. Pura vida, Коста-Рика и Никарагуа. А еще столица помогла нам в трудную минуту, когда наш удаленный бизнес стал временно недоступен. Но об этом в одном из следующих видео. Короче говоря, нам очень понравилось жить в столице. Дома мы практически не находились. То работали, то посещали какие-то мероприятия, то путешествовали. Поэтому наше жилье нас вполне устраивало. Но, конечно, я не могу не сказать о минусах. Первое. Сан-Хосе – это очень грязный город. Несмотря на то, что дворники постоянно метут, они просто не успевают очищать от мусора даже центральные улицы, не говоря уже об удаленных районах. Второе. В городе нереально много бомжей. Они днем и ночью спят прямо на тротуарах, в парках и даже в домиках на детских площадках. Третье. Если вы будете жить в Сан-Хосе, то все всегда будут пугать вас, как там опасно, как страшно ходить по улицам и даже ездить на автобусах, потому что вокруг злобные никарагуанцы. Я не знаю, насколько оправданы эти страшилки, но нам повезло. Мы никогда ни с чем таким не столкнулись, кроме карманников. 2 раза у моей мамы расстегивали рюкзак прямо на ходу. Первый раз это были 2 женщины с ребенком, которые шли за нами по улице. Второй раз невинная старушка в очках и с зонтиком на автобусной остановке. И они близко не напоминали никарагуанок. В обоих случаях мама сразу почувствовала, что на рюкзак покушаются, и все обошлось. Кстати, видимо, по этой причине в Коста-Рике рюкзаки носят спереди, а не сзади. Четвертое.
Наша соседка никарагуанка, которая прожила в Сан-Хосе 15 лет, рассказала, что общежитий вроде нашего в столице очень много, и можно найти комнату даже за $100 в месяц. Но далеко не везде условия будут приличные, все зависит от хозяев. И, наконец, пятое. В Сан-Хосе действительно очень много неблагополучных районов, и даже некоторые наши знакомые, явно не испугливых, говорили, что лучше туда никогда не ездить. В общем, слабонервным жизнь в столице противопоказана. Ну а самый главный недостаток – это то, что в Сан-Хосе очень мало той природы, из-за которой мы, собственно, и выбрали для переезда Коста-Рику. А поэтому, проснувшись однажды утром, мы вдруг спросили себя, а не поехать ли нам куда-нибудь в пригород? Открыли группу в Фейсбуке про недвижимость, и вот не поверите, буквально сразу увидели объявление, которое нам очень понравилось. В тот же день поехали смотреть новое жилье. Договорились с хозяевами, чтобы они подождали недельку, пока мы завершим все дела в столице, и переехали. Но об этом в одном из следующих видео. А на сегодня все. Все ссылочки я оставлю в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!